О, что ты смеешься? О, черт. Пауля, уложить-то как работать на полную ставку. Не говори о работе. У меня завтра утверждение годового отчета. Мне нужно делать доклад. Не люблю я это. Ничего себе. На прошлой неделе, на юбилее Тита, был момент, когда никто уже почти не мог говорить. Ну, или мог, но Да ну кто-то тебя. просто говорил громче всех. Не начинай. Утром я сам приготовлю завтрак и разберусь с животными. Ты милый. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Что? Эй, стой! А школьную сумку кто будет брать? Мирк, Завтра же все равно в школу. Чего ее туда-сюда таскать? заниматься не собираешься, что ли? Давай. Давай быстрее. Папа прислал сообщение, что еда уже ждет. Да. Это что за дела? Может, папа ждет нас где-нибудь в ресторане? Очень смешно. В холодильнике пусто. Чего? Я же только вчера купила всякой всячины. Ну нет. Привет, семья. То, чего не ждешь, приходит всегда неожиданно. Шторм. И как назло, ты ничего не припасла. Ты это... А ты? Вы новости не слушали? Нет? На нас двигается буря. Сильнейшая за 100 лет. Но на улице же ничего нет. Есть. Ты не... Есть, Мириам. Есть будет сильный ураган. Сильный ураган. И я боюсь, скоро отключится электричество. Бум! Дурак! Страшно, да? Но, к счастью, я купил свечи и штормовой фонарь. Я есть хочу. Да, мы все хотим, Мириам. Все хотим. Я читал, что только 15% эстонцев припасли на случай кризисной ситуации достаточно еды. И мы входим в эти 15%. 27 октября 2019 года над Южной Эстонией пронесся сильный ураган, который привел к разрушениям и масштабным отключениям электричества. Пострадавшие от урагана люди не ожидали, что отключится электричество. Многие из них до сих пор думают, что такая буря не может длиться больше 2 часов. Целых 42% эстонцев, которые слышат предупреждения о чрезвычайной погодной ситуации, не меняют своих планов и поведения. Но мы в их число не входим. Так. Взрослому человеку требуется 1900 килокалорий в день. Человеку до 2 лет примерно 1000 килокалорий в день. Но, Пауль, тебе же уже не 2, так? Я рассчитал дневную норму питания с учетом массы, тела и возраста. Пауль 25 килограммов, Мириам 36, мама 64 килограмма. Я 59. Да. На сегодня у нас хрустящие хлебцы и салака в томате. Я не хочу рыбу. Не страшно. Есть еще шпроты. Еще хуже. Я сразу подумал, что будет бу-бу-бу-бу-бу. Даже в кризисной ситуации капризничают. Ничего, есть еще свинина. Я не хочу никаких консервов. Я был к этому готов. Пожалуйста, вот все. Макароны, рис с курицей, гречка с индюшатиной. Как в ресторане. И мама не приготовит такой разнообразной еды. Разогреешь на походном гриле, холодного есть не нужно. Впереди отличная неделя. Будем разговаривать разговоры, играть в игры, вспоминать воспоминания. Замечательный отпуск. Что за отличная неделя? У меня завтра работа, да и дети пойдут в школу. Не. Я взял отпуск.
Написал в школу, позвонил тебе на работу. У тебя есть отгулы, их и возьмем. Будет отличная неделя. Чего? Начинаем отдыхать. Пожалуйста, включи электричество и верни еду в холодильник. Я хотя бы подготовился. Так, Пауль, не тяни, каждая секунда на счету. Мирьям берет шапку с вешалки и идет здесь. Отлично, ждет на лестнице. Молодец, Мирьям ждет там. Ждет там. Пауль идет. Так, концентрация. Ты идешь. Так. Можешь. Пауль. Боже мой, что случилось? Эвакуация. Чего? Что-то горит, и я не поняла. Нет, сейчас не горит, но никогда нельзя быть уверенным. На 12 секунд лучше, чем в прошлый раз. Растем. Но всегда можно лучше. Пауль, стой на одной ноге. Миром, принеси из комнаты Пауля второй кроссовок. Ну нельзя же так пугать. Согласен, немного не вовремя. Но у нас же 6-й круг. Думаю, сделаем еще один. Хочешь с нами? Я за пакетом в магазин. Вообще-то, мне давно надоело. Но папа обещал подкинуть денег. Ладно. Дети, вы молодцы. Сегодня мы, наверное, больше не будем. Можете идти к себе играть. Прости, что немного напугал тебя. Я не понимаю, зачем сеять среди детей панику? Какую панику? Не нужно, чтобы они думали, что в любой момент может случиться что-то плохое. Наоборот, я предотвращаю панику. Всякое может случиться, что придется внезапно уходить из дома. Вдруг сегодня начнут бомбить Таллин или землетрясение. Какого в Эстонии не было? Ты не это, ну, поди знай. не иронизируй. 2 года назад у твоей мамы было это наводнение. Приехала к нам даже без документов совсем. Да, кстати. Я собрал для нас рюкзак с важными вещами. Раз на спину, и не надо ничего искать. Не надо. Лучше обсудить дело до, чем после. Вот. Вот именно. Обсудить, а не устраивать учения. Движение «Жизнь». Вниз по лестнице. Вверх по лестнице. Пауль, спокойной ночи. Давай договоримся, чтобы никаких хихи-ха-ха. Я не хочу тут все время ходить между комнатами, да? А в туалет? Ты уже 2 раза ходил в туалет. Не выделывайся, а то нам придется прийти к врачу и выяснить, что с тобой не так. Спокойной ночи. Ну вот, уже прошло. Хороших снов, Мирьям. Учись, Паулито. Мирьям спит, еще не дойдя до подушки. Спокойной ночи. Ты милый. Спокойной ночи. Что? Какой-то странный запах. Я ничего не Постой. чувствую. Кажется, газовый бойлер. Шипит что-то. Боже, я разбужу не трогай детей. выключатели. Дети, быстро вставайте! Быстро Дети! вставайте! Быстро, дети! Что случилось? Быстро, обуваемся, надеваем куртки, шапки. Надевай. И выключатели не трогайте. Почему? Газ может взорваться. На, накинь это. Что я надеваю? Надевай куртку, Пауль. Быстро. Надеваем Давай. куртки, шапки. Надевай шапки. Быстро звони в 112.
Рекорд трассы. Может, повторим? I don't want a trip on an ocean ship. Кто есть хочет, идите уже, а то потом поздно будет. Что здесь горит? Я пролил немного масла на плиту. Переживаешь? Ты жарил прямо на плите, что ли? Это в тебе говорит мамина ирония. Так ты потом многих мужчин распугаешь. А что горит? Еще один капризный клиент. Я капнул маслом на плиту. Капля в пол-литра. Слушай, Пауль, скажи, и ты что-нибудь? Тогда отменяется все. Последний завтрак с блинами, скажу я вам. Мирьям, варенье. Да. Так, Тарелки. Я тут, конечно, могу похвастаться, что справляюсь хотя бы с женской работой. А как у вас дела с мужской? вау, эта готовка значит женская работа. Да, В какой век мы попали до Рождества Христова? да. Я тоже могу и дров наколоть. Блин, выключи. Или это? Ну, дрелью стену сверлить. Я думаю, у вас были бы большие проблемы со многими вещами, если бы не я. И ждем с интересом. Обиделся, наверное. Куда папа пошел? Откуда я знаю? Ладно. Так. Муся! Иди, Мирьям, помой руки. Воды нет. Я не понимаю. Мне даже трогать его не велено. Придется, наверное, постучаться к соседям. Вдруг они спят? Где эта вода вообще включается? Я не знаю, где-то за унитазом, кажется. Свет включили. Вау, у нас там в комнате гений. Чем занимаемся? Не наезжаем больше сегодня на папу. Кто знает, что там еще отключится. Еще кровати вынесет. Пауль, иди есть. Я просто хотел показать, что если, например, выбьет предохранители не в комнатном щите, а в коридоре, что вы тогда будете делать? Я не знаю, я не решилась его трогать. Вот-вот. Сейчас я оставил щит открытым. Когда ушел. А ты знаешь, где вообще ключ? Ключ от щита где, знаешь? Дети тоже. Пауль, Мирьям, оба слушают. Если нас с мамой нет дома и где-то что-то горит, искры из какого-то прибора, сразу выключайте электричество. И если кто-то из вас попадет под напряжение... Прекращай! Ладно, да. Дай бог, чтобы никого не ударило. Но если попадет под напряжение, то того, кто попал, его не тянем, а опять же сразу отключаем электричество. Да. И с водой тоже. Если какой-то кран или труба начинают течь, то где перекрывается вода? Я не знаю. Не знаю. Вот именно. Но может случиться ужасное наводнение. Нужно быстро воду перекрыть. Мирьям, ты приходишь после школы домой, видишь, нас затапливает, нас с мамой дома нет. Тогда, когда мы придем, здесь уже будет спа. Это там за унитазом, что ли? Конечно. Тебе надо бы показать это детям. Тогда на самом деле нужно показать и общий кран в подвале. Помнишь, летом у твоей сестры сосед сверху поменял радиаторы. Осенью включили воду, появилось давление, фонтан. Представителя квартирного товарищества не нашли. Капут! Что? Я просто подумала, что если ты нам эти вещи покажешь, Да? то ты нам, собственно, больше как бы Да. и не нужен.
Нет, тогда не покажу. Что, ты теперь так и собираешься дуться? Я раньше серьезно говорил, а вам там все смешно было, ха-ха-ха. И вот теперь... У меня два вопроса. Во-первых, могу я пойти в гости к Лизетте? Можешь. И второй вопрос. Когда вернется электричество, мне нужно зарядить телефон. Мы работаем над этим. Но возьми запасной аккумулятор. Спасибо. Есть еще один вопрос. Как мне спустить воду в туалете? Мы работаем над этим тоже. Но возьми в прихожей канистру с водой и смой. Окей. Вода и запасной аккумулятор для экстренных ситуаций. У нас и есть экстренная ситуация. Один из взрослых у нас выделывается. Что, уволились, что ли? Я вся насквозь промерзла. На работе с батареями какая-то фигня. Засорились или что-то такое. И я так окоченела, что ушла домой. Иди сюда. Ой, кошмар какой-то. Так быстро холод пробирается внутрь. Я представить себе не могу, что было бы, если бы у нас зимой с отоплением что-то случилось. Стены и так пропускают. Не нужно развешивать белье на улице, дома проветрится. Ой. Пойду сделаю тебе чаю. Мирьям! Что? Потрогаю, у вас в комнате батареи тоже холодные? Ледяные. Слушай, батареи холодные. Что, правда, что ли? Что ты делаешь? Это такая свечная печь. Здесь глиняный горшок, под ним поменьше глиняный горшок, а под ним глиняный горшок еще поменьше. Они соединены между собой болтом, и болт выходит здесь внизу. Свечкой. Я нагрею этот болт, он пройдет через глиняные горшочки, довольно прилично должно топить. Пожалуйста, не начинай. Созываем семейный совет. Я понимаю, что у нас здесь немного прохладная атмосфера. Во всех смыслах. Но мама заставила меня сегодня задуматься. Конечно, дети, я виновата. Ты не виновата. Не виновата. Никто не виноват. Короче, я хочу сказать, что я понял, что мы слишком зависим от услуг. Мы знаем, что 99% времени все работает. Но иногда ведь и не работает. Например, никто бы из нас не поверил, что мир запрут на замок. Но заперли. Гораздо вероятнее этого то, что отключат отопление. И теперь я спрашиваю, хотим ли мы быть слабыми? Хотим ли мы быть уязвимыми? Хотим ли мы быть зависимыми? Или мы хотим быть хозяевами на своей земле? Дома, то есть. И самим решать свои вопросы. Мирям, как ты думаешь? Холодно. Отлично! Это мотиватор, чтобы согреться. Не могли бы мы просто затопить печку? Ну да, это немного иронично, что печка есть, а топить никак. Я хотел починить, но мама сказала... Кто же в наше время топит печь? Именно. Так что давайте работать головой. И еще. Добавим напряжение. Так, насколько нам известно, беда обычно не приходит одна. Ну, например, приходят гости. И приходят с друзьями. И скажем еще, например, что забилась канализация, нет воды. Походу, в туалет нужно найти альтернативные решения. Какие альтернативные решения? О, расплюнуть. Пакет для мусора. Кладем его в унитаз.
Ну, как в мусорку кладем. Закручиваем. В принципе, как для Честно собаки. скажу, мне уже... Хорошо, хорошо, ладно, оставим это решение на потом. Когда действительно нужно будет решать, ладно? Окей? Дальше. Короче, семья. Займемся отоплением. Становится уже довольно нормально. Летом повеяло. Нет. И потом сейчас это можно, но на ночь мы открытый огонь не оставим. Прямо с языка сняла. Кто-то должен стеречь огонь, как в походе. Ага. Первая смена будет твоя, а я пока вызову пожарных. Еще одна небольшая доза иронии от мамы. На самом деле вариантов довольно много. Есть всякие устройства. У нас нет пока места для каких-то там устройств. Прямо с языка сняла. Устроим здесь под столом гнездо. Не-не, построим детскую хижину. Укутаемся в простыни, одеяло, вниз матрас. Yes. О! Суперская идея, Паулита. А, здесь особенно хорошо. Особенно приятно и тепло. И мы отлично поместимся. А! Отлично поместимся здесь вчетвером. Не делай такое лицо, Мириам. Раньше тебе очень нравилось спать с мамой и папой. Знаешь, мы тут тебе тихонечко подыгрывали. Ну, будь любезен, включи отопление обратно. Угу. А уже довольно поздно. Но чтобы комната прогрелась, нужно еще немного времени. А уже довольно поздно. Так что остается только выбрать себе места, кто посередине, кто с краю. Посередине. Правильный подход. Пауль, правильный. Только побегай немного по комнате, согрейся. Потом забирайся под одеяло, тогда в палатке сразу станет тепло. Так, посередине есть только одно место. Кому? Ох, ветер вырывает из рук последние деньги. Где это ветер вырывает из рук деньги? Не вырывает, это папа так шутит. Миру, я же сказала, отложи телефон. Почитай или позанимайся. Но выходные ведь для отдыха. Отдохни от телефона. Привет. Привет. На улице как-то совсем круто. Я читала, что в Хапсулу одного дома уже снесло крышу. Но центр шторма еще только надвигается. Мирьям, мама же сказала. Да-да. И что у нас на ужин? Что будет, то и будешь есть. Очень вовремя. А что теперь на ужин? Не смешно. Ай-яй-яй, плохо дело. Плохо дело. Что же теперь будет? Я не знаю. Ха-ха. Посмотрите на это. Вот и пригодилось. Это такая особая лампочка. Так, сейчас. Держи. Это такая специальная лампочка. Когда электричество есть, она заряжается. Когда электричества нет, то... Вот оно. 8 часов держит. Гениальное изобретение. Правда я крут? Крут-крут. Я смотрю, красных точек здесь становится все больше и Каких больше. еще красных точек? Отключений электричества. А, При такой погоде восстанавливать трудно. У меня телефон сел. ну, в твоем случае это хорошая новость. Индрак снизу просит батарейки. Я дам ему еще пару свечек. Как думаешь, свечи для кладбища странно предлагать? Странно. Не странно.
Не идет, не идет. Что ты смеешься? Я вчера наполнил водой ванну. Воды хоть залейся. И долго это будет длиться? Я не знаю. С телефоном какая-то проблема. Интернета нет. Та-дам! Старый добрый двухкассетник. На батарейках и с радио. Так. Подожди. Много где отключилось электричество. Поскольку без электричества не работают, например, пропускные автоматы, платежные терминалы, шлагбаумы, карточки, у нас проблемы с покупками и услугами. Имейте в виду, что электричество может вернуться не скоро. Не паникуйте, запаситесь терпением. Электричества, значит, не будет. Индрик, Да. Хотел занять воды. Я дал ему те 2 пятилитровые канистры, что у нас были. скоро нам самим понадобится. Ну да, но в бойлере еще есть. И кто-то сегодня утром опустошил сливной бачок. 7 литров одним нажатием. Иу, ну уж я из унитаза пить не буду. Это совсем обычная вода. Такая же вода, как из крана, Мирьям. Но мы ее наливаем через фильтр, чтобы барышни не морщились. Но вот еще что, дети. Я покажу один фокус. Ну? Слушай. Ага. Если что-то случилось, если нет связи, и нужно позвонить, нужно позвать на помощь, например, если заблудились, то вынимаем из телефона сим-карту. Тогда телефон начинает искать самый сильный сигнал любого оператора, и после этого можно будет все равно звонить 112. Ясно? Ну, что еще? Ничего. Просто приятно, что ты так подготовился. Все продумал. Правда? Иди-ка сюда. Слушайте, ну хватит, странно даже как-то. О, хорошая песня, да? А, дети, слушайте внимательно. Да. Правда ведь, а? Хорошая? У меня настоящая барабанная установка. Sinu poole tõmbab, sind puutuda pole kunagi ma saanud.